Итак, сегодня понедельник, 3 апреля, и это уже середина дня, потому что мне сейчас очень сложно просыпаться рано утром, потому что мои уроки заканчиваются очень поздно, очень часто это 12 часов ночи. Но сейчас Европа перешла на летнее время, и я думаю, что станет немного лучше, и у меня будет расписание, где я смогу просыпаться раньше и заканчивать уроки раньше тоже. Итак, план на сегодня следующий. Приготовить завтрак и позавтракать. Дальше я поеду к морю, чтобы там побегать, потому что, кто не знает, я живу в Турции, и в Турции сейчас просто потрясающая погода, поэтому нужно использовать этот момент, чтобы отдохнуть на свежем воздухе. Сегодня у меня нет уроков, сегодня у меня выходной от уроков, но у меня есть другая работа, методическая работа, где я пишу... Что-то летает. Где я пишу планы уроков и содержание уроков, поэтому я также буду заниматься этой работой. И вечером нужно будет приготовить ужин. Давайте начнем этот день и этот влог. На завтрак сегодня омлет с грибами. Я жарю грибы. К яйцам добавляю молоко, перец и соль. И все это взбиваю венчиком. Выливаю в сковороду. Пока омлет готовится, сделаю салат. Я режу помидоры, огурцы, добавляю мягкий сыр, листья салата, оливки, петрушку, заправляю оливковым маслом и перемешиваю. Конечно, готовлю кофе. В Турции я впервые увидела электрическую турку. Очень удобная вещь. Я пью кофе с молоком. Завтрак готов, пока все идет по плану, и после завтрака я еду к морю. Так, ну что, я на месте. И я совсем забыла сказать, что я иду на море-то не пешком, а я еду на своем прекрасном транспорте. И вот он. Мой очень красивый, очень симпатичный велосипед с прекрасной корзинкой. Очень практично, и очень жалко будет с ним расставаться, потому что мы уезжаем уже через месяц из Турции. И я его уже пристегнула замком и готова бегать. Смотрите, кто здесь. Так, ящерица. Ну что, я вернулась домой после пробежки, и сейчас я уже пообедала и сажусь за работу. Но хочу сказать, что на этой неделе у меня немного больше дел, потому что на прошлой неделе у меня был внеплановый выходной. Я ездила в соседний город, и мы встречались с одним из моих учеников. Мы занимаемся уже очень долго, почти 2 года. И вот, наконец-то, мы встретились вживую. И я думаю, что сейчас я вставлю короткое видео, как это было. А потом мы вернемся в понедельник. Привет из машины. Сегодня очень важный день, потому что я впервые встречаюсь с одним из своих учеников. Ну, скорее, я, наверное, уже не могу сказать, что это ученик, я скорее скажу, что это друг. И он приехал с женой, и мы сейчас едем им навстречу. Красиво?
Очень красиво. Что это по-русски? Это водопад? Конечно. Ой, самолет. Улечу Москва, Владивосток. Мне очень жаль, моя любовь. Так, давайте посмотрим. Сегодня будет запеченная в духовке куриная грудка. Запеченная она будет с грибами, и с помидорой, и с сыром сверху. Также я запеку в духовке овощи. Но если останутся грибы, то тоже грибы добавлю к ним. И на гарнир это рис. Дальше будет еще один салат. Такой же, в принципе, как был утром. Это салат, петрушка, помидора, огурец. И еще добавлю вот такую капусту прекрасного цвета. Утро вторника началось с завтрака. Я ела вареное яйцо и, конечно, пила кофе с молоком. Потом я пошла в тренажерный зал. Добрый вечер. Сейчас уже почти 11 часов. Мне абсолютно нечего было сегодня снимать, потому что я просто сидела за компьютером. У меня были уроки один за другим. Между уроками я только успела съесть огурец. И у меня сегодня не было ужина, поэтому мой ужин сейчас это горячий чай и орео. И я хотела бы поделиться разговором, который очень часто происходит с моими учениками. Это про перфекционизм, про то, что нужно от него избавиться. Все делать на отлично, это, конечно, здорово, но это очень сильно мешает, когда ты в начале своего пути. И фраза, которая мне очень нравится, которую говорил наш преподаватель в университете, что сделать идеально для меня это значит не сделать никогда. И на самом деле это так, потому что даже когда я хотела начать вести этот канал, я думала, сейчас не самое лучшее время, сейчас у меня слишком много дел, может быть потом, мне надо поработать над своим английским, может быть потом. Мне сначала нужно позаниматься с преподавателем по, не знаю, по голосу, речи, и может быть потом я сделаю канал, но на самом деле главное начать. И если вы сейчас сомневаетесь и очень долго откладываете то, чем вы хотите заниматься, то, может быть, этот мой монолог, это будет как ваш знак, что нужно начать. В среду и четверг, кроме уроков, у меня еще были встречи с моими партнерами по языковому обмену. По итальянскому и по немецкому. Я думаю, я сделаю отдельное видео о том, как мы с ними работаем чуть позже. Доброе утро! Сегодня четверг. Сегодня у меня очень сложный день, у меня 8 уроков. Но чтобы скрасить этот день и это утро, я решила приготовить пирог. Итак, для пирога нам понадобятся яблоки. Одно яблоко уже почистила, порезала, находится здесь. Также нам нужно 3 яйца, сахар. Это у нас разрыхлитель для муки. В принципе, я думаю, это все. Итак, здесь наши 3 яйца. Добавляем
сахар. И сейчас я все начинаю это взбивать. Я правша, поэтому мне удобно делать это правой рукой. Может быть, это не так красиво, но... И сейчас ставим это в духовку на 180 градусов 40-45 минут. И забыла сказать, этот пирог называется яблочный пирог или шарлотка. И обычно мы готовим этот пирог осенью. Обычно мы в России готовим этот пирог осенью. И у меня сейчас такое сильное чувство ностальгии от запаха этого пирога, потому что мне сразу вспоминается осень, когда красивые деревья, становится немного холодно и так далее. Но, конечно, этот пирог можно готовить когда угодно, как, например, сегодня у меня просто были яблоки, которые мне нужно было использовать. Итак, мы продолжаем четверг, я сейчас буду много работать, и, наверное, мы с вами увидимся уже завтра, в пятницу. Всем привет! Сегодня пятница, и сейчас уже середина дня. Вчера у меня было очень много уроков допоздна, и все утро я потратила на то, чтобы присылать домашние задания, присылать материалы с прошлых уроков, в общем, на организационные моменты. И сейчас мы пойдем на рынок, потому что в Турции рынок один раз в неделю. Это для меня очень странно было первое время, потому что в России, если есть рынок, то рынок есть всегда. Ты можешь прийти туда в любой день и купить все, что тебе нужно. Здесь это только один раз в неделю. Я туда хожу редко, потому что я очень не люблю, когда много людей, очень все тесно, люди не понимают, куда идти и так далее. Но сегодня, чтобы показать, как это выглядит, я тоже туда пойду. И также в планах сегодня было поехать на море, посмотреть закат там и подышать немного свежим воздухом. Но погода на самом деле не самая приятная сегодня. Сегодня дождь и ветер, поэтому придется отложить на следующую неделю. Вечером у меня еще один урок. И еще сегодня мне нужно сходить в тренажерный зал и смонтировать видео на канал про языки. Я уже 2 недели не могу это сделать. Очень надеюсь, что сегодня мне хватит сил, энергии, времени, чтобы это сделать. Итак, я приглашаю вас со мной на рынок. Основная часть рынка – это, конечно, фрукты и овощи. Есть все. Яблоки, апельсины, горох, морковь, картошка, лук. Также около рынка есть рыбная лавка. И около рыбной лавки, конечно же, есть коты и кошки. Сейчас покажу, что мы купили на рынке. Итак, апельсины, яблоки, вот такие зелено-желтые и красные. Дальше бананы, лимоны, баклажаны, помидоры, авокадо. Это морковь. Дальше немного, 2 штучки, это перец. По-русски мы его называем болгарский перец. Хотя ничего, в Болгарии, я думаю, об этом не знают, что мы называем его болгарский перец. Дальше, вот это и это по-русски лук. Только вот такой лук, это репчатый лук. А вот это зеленый лук. Дальше картошка, конечно, куда же без картошки. И сейчас здесь сезон, это горох. Все, это все покупки. И вот оно, голубое небо, птички поют, и петух кричит.
Потом я пошла в тренажерный зал. У меня была обычная тренировка на все группы мышц. После тренировки я встретила овец, которые возвращались домой, и даже встретила черепаху. На ужин у нас была рыба, которую мы купили на рынке. В субботу я провела за своим рабочим столом. У меня было 7 уроков и еще один созвон с моим партнером по итальянскому. Доброе воскресное утро. Мой португальский язык сегодня в 10 утра, и я совершенно не готова. Мне что-то нужно сейчас сделать домашнее задание, повторить хоть что-то, чтобы не чувствовать себя очень глупо. И потом мои уроки, где я учитель, начинаются в 11 часов, и, скорее всего, я сяду просто за компьютер и просижу до 9 часов вечера. Поэтому сейчас я покажу, как я готовлюсь к португальскому, и потом я думаю, что я пропаду. Итак, я пишу такую таблицу, точнее заполняю такую таблицу. Просто это так мне проще запомнить эти формы. И так я понимаю, где я не очень уверена. Например, здесь, да, я не очень запомнила эту форму. Или вот это, где я сделала ошибки. Я заполняю эту форму. И потом я все стираю и заполняю еще раз, если я хочу еще раз попрактиковаться или просто в следующий раз. И опять же, это немного, наверное, старый и не модный метод запоминать формы слов, но для меня это работает. Ну что, сейчас вечер воскресенья, и пора заканчивать этот влог. Прошла неделя. Конечно, я многое не успела сделать на этой неделе. Я не снимала видео, не выкладывала что-то в Инстаграм. Но я думаю, что когда-нибудь у меня будет идеальное расписание, при котором я буду успевать абсолютно все. Итак, сейчас я сажусь редактировать аудио подкаста, который хочу выложить на следующей неделе. Ну и хочу вам сказать спасибо, что посмотрели этот влог до конца, и увидимся с вами в следующих моих видео. Пока-пока!